Вот эту орхидею принесли мне мои знакомые. Такая немножко печальная история. Принесли уже в совершенно убитом состоянии. Цветоносы, да, как бы еще там есть цветочки, но глядя на листики орхидейки, до них только дотронулся, и все листики упали. Видно, что она стояла где-то или в воде в холодном месте. Ну, в общем, мне про нее ничего не стали рассказывать. Сказали, что если хочешь, спасай, если можешь спасти, спасай, если не хочешь, можешь выбросить. Поэтому я, конечно, взяла, вот срезала с нее 2 цветоноса. Ну вот все, что от нее осталось, это вот цветы и вот 2 таких цветоноса. Когда открыла корневую систему, там не было ни одного корешочка, ни живого. Все были мокрые, влажные, сгнившие. То есть корни пришлось обрезать все. И вот все, что от нее осталось, было сначала 2 листика, теперь остался 1 листик. И даже вот здесь все отгнило. То есть, как мы называем, попа орхидеи отгнила тоже. И я боюсь, что если я сейчас начну снимать вот этот вот сухой листик, который у нее был первоначально, она у меня просто рассыпется в руках. А вот этот сухой листик придется снимать все равно. Поэтому попробую сделать такой эксперимент. Вот эти 2 цветоноса. Возьму вот здесь вот по 2 почки. Может быть, они еще живы. Замотаю их живым мхом с фагнумом и поставлю вот в такую колбочку. Ну, вдруг получить из нее детку. Получаются ли из таких срезанных цветоносов детки или нет? Да, получаются, но очень-очень редко. Поэтому попробую. Последим с вами за этим экспериментом. Может и получится. Все-таки я хочу сейчас подрезать этот листик, посмотреть. Ну, боюсь, что там ничего уже не получится и ничего там не осталось. Попробую сделать это, конечно, аккуратно-аккуратно. Но еще ни разу не видела, чтобы из одного листика, без ничего, вырастали корни. Но мне кажется, даже вот это основание, и оно все равно гнилое, оно какое-то мокрое-мокрое. По-моему, там ничего нет. Да, вот черная гниль. У меня есть фундазол. Попробую намазать фундазолом. Ну, по-моему, это уже из области фантастики, что здесь что-то может ожить. Ну, вот все, что вы видите. Вот в таком состоянии пришла ко мне эта орхидейка. Вряд ли что получится, но опять же поставлю ее назад. Вот там стаканчик. Стоит просто на керамзите. И здесь немножечко налита вода. То есть она не касается никаким образом к воде. Можно, конечно, сделать ей тепличку, но боюсь, что ей тепличка не поможет, потому что там все черненькое. Так, и что мы сделаем с этими цветоносами? Ну, во-первых, мы срежем все цветочки. Они нам не понадобятся никак. И по высоте баночки чуть вот так ниже. Вот здесь будет стоять... Сейчас, подождите. Сделаю поближе, чтобы удобно было, чтобы это видно было. Вот здесь будет налита водичка, буквально сантиметр, чтобы немножечко касалась орхидея водички.
А здесь нужно обрезать чуть-чуть ниже высоты колбы. Обрезаю. И вот этот срез я капельку капну перекиси водорода. Сейчас покажу. Буквально одну капельку, чтобы обеззаразить, чтобы не попало сюда. Тут и так на орхидее было много чего плохого. Вот видите? Сейчас она пошипит немножечко и хотя бы обеззаразили этот срез. Не даем возможности никуда перекиси дальше проливаться на веточку. Ну вот такой пенечек один. И сейчас сделаю такой же пенечек другой. Чтобы не мешало ничего. Точно так же меряем второй пенечек. И опять перекись. И вот здесь есть почечка. Сейчас берем вот почка. Вот почка, вот почка и вот почка. И вот эти по две живых почки мы обернем. Ну, не мы, а я. Нашла у нас в продаже живой мох, что мне кажется, что очень большая редкость. Он не то, что вот живой, он прямо настоящий, снят откуда-то. Это прямо цельная такая пластина. Цельная пластина. Но я ее сейчас вот разделю так пополам. Желательно поубирать какие-то все веточки ненужные здесь. Вот это все ненужное. То, что какая-то вот кора тут, иголочки. Оставить максимально живой кусочек мха. Вот этот низ. И вот так закрутить этот мох вокруг одной почки. Так, чтобы видно было, чтобы я рукой не закрывала. И вот так вокруг второй почки. Ничем привязывать, естественно, я не буду. Вот так закрыть, прям такой большой клубочек. Вот так закрыть. И вот сюда, сейчас сделаю на второй точно так же. И обе аккуратно вместе пропихну их в вазу, вот в эту, в которой они будут стоять. Сейчас сделаю еще вторую такую же. Вот так получилось две орхидейных палочки. Но с них еще все равно что-то сыпется. И теперь вставляю их прямо рядышком в колбу. И самое главное, чтобы мох не съехал с этих почек. То есть пропихнуть их так. Вот.
Наливаем небольшое количество воды. Вот сейчас будет видно. Ну, вот где-то сантиметр, наверное. Ну, вот достаточно, вот он, сантиметр водички. И делаем своеобразную тепличку. В продаже есть вот такие пакетики. Ну вот если видно на камеру, он в такую мелкую дырочку. Он не пропускает ничего, но в принципе подойдет любой пакет, просто этот более прочный. Что сейчас мы сделаем? Сейчас я посмотрю, какое нужно, какого размера отрезать. Отрезаем такой небольшой кусочек от этого пакетика. И накрываем пленочкой. Если у вас есть скотч, обмотайте скотчем. Я сделаю вот так, потому что периодически нужно будет открывать и добавлять немножечко водички. Но все-таки это будет тепличка. Поставлю на окошечко самое светлое, которое у меня есть. Оно у меня такое не южное, не восточное, что-то среднее. Как-то солнце проходит. Бывает, но не очень его много. Поставлю, пусть оно постоит месяц-два. Посмотрим, понаблюдаем за ним. Как только появится испарина, пробью несколько дырочек иголочкой. Если водичка будет испаряться и уходить, значит, буду открывать и подливать водичку. Посмотрим, что из этого получится. Может быть цветонос, может быть детка, может быть ничего не получится. 25% от того, что что-то вообще может получиться. Но интересно же. Давайте наблюдать вместе. И подписывайтесь на канал, если вы любите орхидеи, так же, как люблю их я.